Всех приветствую на полном базовом курсе по созданию оконного приложения на C++ WinAPI. Мы пройдемся по всем базам, которые пригодятся тебе для создания своего оконного приложения. Ссылки на документацию, а также на плейлист с отдельными уроками ты найдешь в описании к этому видео. Начнем с создания проекта. Создадим обычный проект на C++, назовем его и создадим. Итак, вот мы создали наш проект. Теперь создадим новый CPP файл и подключим в него библиотеку WinAPI Windows H. Если у вас нет этой библиотеки и вы используете Visual Studio, для этого необходимо открыть установщик Visual Studio и скачать пакет разработки классических приложений. Создадим точку входа. Наше приложение создается следующим образом: int WinAPI WinMain. Для работы необходимо еще добавить следующие аргументы. Затем создадим класс нашего приложения. Я назову его Software Main Class. Для того, чтобы нам было удобно создавать классы в будущем для наших новых икон, создадим отдельно функцию. Тип будет Window Class. Назову эту функцию New Window Class. В качестве параметров у нас будет background color, курсор, H-instance, иконка нашего приложения, название класса и процедура, которая будет вызываться при работе этого окна. Создадим пустой window class, который будем сейчас заполнять. Заполняем его параметрами, которым подавали функцию. На этом создание нашего класса завершено. Теперь нам нужно еще создать процедуру. Структура следующая: result callback. Пусть она будет называться Software Main Procedure. В качестве входных аргументов у нас окно, сообщение и параметры. Создадим наш новый класс с помощью созданной функции. Цвет background у нас будет дефолтный. В качестве курсора возьмем обычную стрелочку, вот она. Можно также взять hand, я возьму обычную стрелочку. В качестве иконки пока что поставим дефолтная иконка от Windows. Поставим ее с помощью функции loadIcon. Первый аргумент у нас null, второй сама иконка, ее код id question. Имя нашего класса будет main_class и процедура software main procedure, которую мы только что создали. Поскольку мы создали эту процедуру после функции WinMain, то создадим прототип под эту процедуру. Затем нам нужно зарегистрировать наш класс. Если же этого не произошло, то выходим с кодом -1. Затем создадим сообщение, которое будем отправлять. Изначально оно у нас пустое. И затем создадим наше окно. Возьмем имя класса, который мы только что создали, затем имя нашего окна, пусть это будет First Window. В качестве стиля мы возьмем Overlap Window и Visible, у нас побитовое или. Будем таким образом объединять. X, Y это координаты относительно верхнего левого угла. Я поставлю 100, 100. И затем ширина и высота нашего окна. Остальные параметры пока что null. Мы будем рассматривать их в следующей части. Затем главный цикл программы. Как будем получать наше сообщение, будем подавать его функцию translate message и в dispatch message. То есть таким образом, когда мы закроем окно, наша программа завершится. Также не забудем создать прототип для нашего new window class, а также я забыл вернуть new window class. Теперь займемся обработкой процедуры. Для этого просто через switch мы будем смотреть наш код сообщений. Если код не совпадает ни с одним из наших, то по дефолту мы должны будем прогнать его через Default Window Procedure. И создадим пока что два события. Это vmCreate, который вызовется при создании окна, и vmDestroy, который вызовется при закрытии. Мы должны будем вызвать postQuitMessage при закрытии, который как раз завершит наш цикл программы. Теперь попробуем
забилдить наше приложение, мы получим следующую ошибку. Эта ошибка появилась из-за того, что компилятор думает, что мы работаем с консольным приложением. Но поскольку мы пишем оконное приложение, заходим в настройки нашего проекта, идем в Linker, System и видим, что Subsystem у нас выставлена консоль. Нам необходимо выставить его под Subsystem Windows. Также обратите внимание, чтобы совпадала конфигурация сборки, то есть у нас билд должен быть одинаковый. В моем случае я буду сразу билдить в релиз, поэтому настраиваю релиз. Попробуем пересобрать наше решение. Как можем заметить, все отлично, без ошибок. И запускаем вот наше первое окно. Пробуем поменять наш курсор. Возьмем вместо arrow, возьмем hand. Забилдим. Теперь вместо arrow у нас... Итак, вот мы создали наше оконное приложение. Создадим меню для нашего приложения и более детально рассмотрим события в нашей процедуре. Меню окна называется панель сверху, которая содержит в себе какие-либо подменю, выполняющие различные функции. Некоторые подменю могут содержать в себе другие подменю и так далее. Таким образом мы получаем некую древовидную структуру. Рассмотрим ее создание на WinAPI. Итак, вот проект простого окна, который мы создали в первой части. Перед тем, как начать добавлять меню, разделим наш код на несколько файлов для лучшего понимания структуры нашего приложения. Для этого я создам новый header файл, в котором мы будем хранить все прототипы функций и определений. Сразу включим файл в основную программу и перенесем в нее прототипы. Создадим отдельную функцию, в которой будет происходить создание меню. Пусть она будет называться main_add_menus. Тип функции void, а входным параметром будет окно, в котором мы создаем меню. Сразу вызовем функцию при создании нашего окна. Аргументом будет hWindow из процедуры. Таким образом мы сразу добавим меню в окно. Затем снизу напишем реализацию нашей функции. Создадим корень меню. Тип любого меню hMenu, а создание делаем через функцию createMenu. Для начала добавим в корень простое подменю. Сделаем это с помощью функции appendMenu. Первым аргументом идет меню, в котором будет находиться наше подменю. Вторым аргументом является флаг. Пока что наше подменю не содержит в себе другие подменю, поэтому флагом будет mfstring. Третьим аргументом идет команда, которая отправит меню после нажатия. Мы заполним это поле чуть позже, а пока оставим null. Последним четвертым аргументом идет имя подменю. После того, как мы добавили все меню, осталось присвоить их окну. Для этого используем функцию setMenu. Первым аргументом идет окно, к которому нужно добавить меню, а вторым корень меню. Забилдим и запустим наше приложение. Как мы видим, у нас появилось оконное меню. Пока что при нажатии ничего не происходит, поскольку мы не настраивали команду, вызываемое меню, а поле команды мы оставили null. Создадим свою команду. Для удобства будем пользоваться defining. Назовем команду onMenuClicked, пусть ее номер будет 1. Добавим команду в подменю. Если мы откроем наше приложение и попробуем нажать на меню, то ничего не произойдет, поскольку теперь нужно настроить обработку команд в процедуре. Событие называется vmCommand, а номер содержится в аргументе vparam. Поэтому в кейсе vmCommand мы создадим еще один switch, в котором будем проверять номер команды. Добавим кейс onMenuClicked. Для проверки я вызову messagebox, с которым добавлю сообщение о том, что меню было нажато. Не забудь также в конце каждого кейса выходить из switch. Запустим наше приложение и нажмем на меню. Как мы можем видеть, все работает отлично. Теперь добавим еще пару различных меню и команд к ним. Очень важно, чтобы номера различных команд не совпадали. Создадим 3 различных меню со своими командами. Добавим наши команды в обработку. Для каждого меню я буду вызывать messagebox с номером меню, на которое мы кликнули. Запустим наше приложение. Как мы видим, создалось 3 различных меню, а при нажатии вызывается своя команда. Теперь попробуем создать подменю, которое будет содержать в себе другие подменю. Для этого я создам отдельный hMenu, я назову его submenu. Теперь пусть уже созданные меню будут находиться в нашем submenu. Для этого заменим root menu на submenu. Осталось добавить наше подменю. Чтобы добавить такой тип меню, нужно поставить флаг mfPopup вместо mfString. В поле команды нам нужно указать наше подменю. Имя подменю будет file. Здесь нам выдает ошибку о несовпадении типов, но в нашем случае нужно просто привести его в uint.ptr. Запустим наше приложение.
Как мы видим, 3 различных меню теперь находятся в подменю «Файл». Проверим, что меню работает. Попробуем создать подменю, которое бы закрывало приложение. Я создам для этого отдельную команду onExitSoftware. Аналогично добавим четвертое меню, пусть оно будет называться exit. В обработке команд нам нужно просто вызвать функцию postQuitMessage. Эту функцию можно скопировать из события vmdestroy. Запустим наше приложение. Теперь при нажатии на меню Exit приложение закрывается. Также добавим еще один элемент – разделитель меню. Он часто используется в различных программах для визуального разделения одного подменю на группы. Отделим подменю Exit от остальных меню. Чтобы создать разделитель, необходимо лишь сменить флаг на mf-сепаратор. При этом последние два аргумента игнорируются, их можно оставить null. Теперь при запуске мы видим, что меню Exit отделено от остальных меню. Мы можем также присваивать одно меню несколько раз, при этом мы получим два идентичных меню. Можно также добавлять подменю в другие подменю. Для этого я создам второе подменю SubActionMenu, в которому присвою меню 1, 2 и 3. Добавляем его аналогично с помощью флага mf-popup. Как мы можем заметить, создалось отдельное меню, в котором уже находятся наши подменю 1, 2 и 3. Итак, вот мы рассмотрели создание меню. Рассмотрим создание базовых элементов управления: Static, Edit и Button. Элементы управления мы будем называть просто виджетами. Перед тем, как мы начнем добавлять виджеты, нужно добавить брейк в конец кейса VM-команд, коду прошлой части, чтобы после обработки команд у нас не выполнялось событие VMCreate. Для создания виджетов создадим отдельную функцию, аналогичную функции создания меню. Назовем его mainVnd addWidgets. Сразу добавим ее в VMCreate и создадим виджеты при создании окна. Снизу напишем реализацию нашей функции. По сути, виджеты — это подокна, принадлежащие главному окну. При создании окна мы создавали и регистрировали свой класс, а затем с помощью createWindow мы создавали окно. Классы, которые мы рассмотрим в этом видео, уже созданы и зарегистрированы, поэтому нам нужно всего лишь создать их при помощи функции createWindow. Первым параметром идет имя класса. Первым классом мы рассмотрим класс Static. Он позволяет просто вывести текст. Вторым параметром мы задаем текст виджета. Третьим параметром идет стиль окна. Для виджетов минимальными являются WindowStyleVisible и WindowStyleChild. Четвертым и пятым идет расположение верхнего левого угла виджета в окне. Шестым и седьмым ширина и высота виджета в пикселях. Восьмым задается главное окно. Остальные параметры мы рассмотрим чуть позже, а пока оставим null. Рассмотрим, как располагаются элементы в окне. Отсчет производится от левого верхнего угла пустого поля. В нашем случае это вот здесь. Это координата 0, 0. Направлены координаты вот следующим образом. Красным обозначено направление x, а зеленым направление y. Для того, чтобы расположить элемент, нам нужно указать координаты верхнего левого угла элемента, ширину и высоту элемента. Координаты, ширина и высота вычисляются в пикселях. Запустим приложение и увидим наш созданный виджет с текстом. Попробуем расположить текст в центре виджета. За это отвечает стиль EditStyleCenter. Теперь текст расположен по центру. Следующим мы рассмотрим класс Edit. Он позволяет пользователю вводить свой текст. Остальные параметры я возьму такие же, как у предыдущего виджета, но расположу его чуть ниже. Запустим приложение. Теперь у нас есть виджет, позволяющий вводить и менять текст. Последним в этом видео рассмотрим класс Button. Он позволяет создать кнопку. Создадим кнопку шириной 120 пикселей и высотой 20 пикселей с текстом по центру. Если мы запустим наше приложение, увидим нашу кнопку. Сделаем ее чуть побольше, выставим высоту 30 пикселей. Наша кнопка пока ничего не вызывает, поскольку в параметре hashMenu мы указали null. Создадим команду onButtonClicked и поставим ее в параметр meshMenu. Не забудь также привести команду к типу hashMenu. Добавим нашу команду в обработчик команд. Сделаем это так же, как и в прошлой части с меню. При нажатии на кнопку я вызову messageBox, который сообщит о том, что кнопка была нажата. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Теперь нам всплывает messageBox с нашим сообщением. Теперь сделаем так, чтобы при нажатии кнопки очищался наш Edit. Чтобы задать текст в любой виджет, существует функция setWindowText. Уберем messageBox и заменим на setWindowText.
Первым параметром идет окно, в котором нужно задать текст. Чтобы задать этот параметр, нам нужно взять окно Edit. Функция createWindow как раз возвращает созданное им окно. Нам нужно лишь записать его в переменную. Создадим переменную типа hWindow для хранения нашего Edit виджета, а затем запишем в нее созданное окно Edit. Теперь мы можем вписать функцию наш Edit. Вторым параметром делаем пустую строку, поскольку хотим, чтобы поле очистилось. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Как мы видим, текст Edit при нажатии на кнопку всегда очищается. Переименуем текст кнопки на Clear, переименуем команду onButtonClicked в onClearField. Я также добавлю отдельное меню с этой же командой. Теперь у нас есть как кнопка, так и меню, при нажатии на которое поле Edit будет очищаться. Уберем демонстрационное меню с прошлой части, добавим меню Help, с которым будем работать позже. Также я подберу другое расположение виджета. Пусть виджет Static будет сообщать о статусе приложения, а поле Edit будет для набора текста. Кнопка будет очищать поле. Если мы сделаем большое поле и попробуем написать много текста, то в поле заполнится только одна строка, а написать больше символов нельзя. Чтобы это изменить, добавим стиль поля ES Multiline, таким образом разрешим заполнять остальные строки. Мы также добавим scroll-бар с помощью стиля VS vScroll, чтобы можно было писать больше строк, чем позволяет размер поля. Сделаем поле побольше и запустим приложение. Теперь мы можем набирать текст так же, как и в блокноте, а также очищать его с помощью кнопки или меню. Итак, вот мы рассмотрели создание базовых виджетов. В первой части мы установили одну из дефолтных иконок, предоставляемой Windows. Не очень информативно, правда? В Photoshop я создал свою иконку. Иконки желательно делать квадратными со стороной степени двойки, к примеру 16 на 16, 32 на 32, 64 на 64 и так далее. Моя иконка имеет размеры 64 на 64 пикселя. Не советую делать иконки больше, поскольку на рабочем столе по умолчанию размер иконки стоит 64 на 64 пикселя. А значит, увеличив размер иконки, мы не увеличим степень детализации, но размер приложения будет больше. После того, как иконка будет готова, экспортируем ее в формат ICO с помощью плагина. Если у вас такого плагина нет, то сохраняем изображение в формате PNG, а затем с помощью онлайн-конвертера, каких сейчас очень много, получаем изображение в нужном нам формате. Итак, затем нам нужно импортировать иконку как ресурс. Для этого в папке Resources выбираем «Добавить», затем «Resource». В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Импорт» и выбираем нашу иконку. Если иконка не отображается в проводнике импорта, нужно выбрать «Показать иконки» или «Все файлы». После загрузки иконки в проект осталось загрузить ее в приложение. За загрузку иконки отвечает функция loadIcon. Для загрузки своей иконки первый параметр вместо null должен быть hInstance with winMain. Вторым параметром мы указывали иконку. Нам нужно создать ресурс иконки с помощью функции makeIntResource, единственным параметром которой является номер загруженной нами иконки. Он находится в сгенерированном файле resource.h. Обычно номер задефайнен как id-icon. Обязательно включим этот файл в проект, а затем впишем номер в функцию. Теперь при запуске приложения мы увидим нашу иконку. Создаваемый .exe файл также будет с этой иконкой. Итак, мы рассмотрели создание виджетов и даже научились удалять текст виджета с помощью кнопки. Теперь рассмотрим, как считывать текст виджета. Для начала посмотрим, какой тип данных отвечает за хранение строк. Мы уже ознакомились с функциями createWindow, setWindowText и MessageBox. В конце имени каждой функции стоит буква A. Она отвечает за тип строки, который использует функция. Если мы посмотрим детальнее, то увидим в параметре строки тип LPC-String. Рассмотрим аналогичную функцию, но с W на конце. Здесь в параметре строки находится LPC-WiseString. Буква указывает на размер символов, из которых состоит строка. Как мы знаем, тип для хранения символов char занимает 1 байт, но мы пользуемся им для записи строк кодировки UTF-8. Но Windows может также использовать и кодировку UTF-16. На хранение таких символов уходит 2 байта. Это типовой char, что означает white char или расширенный char. Об этом можно также прочитать и в документации на сайте Microsoft. Мы будем использовать привычные нам однобайтные символы, а значит функции с A в конце имени. Создадим кнопку, при нажатии которой бы считывался текст с поля Edit. Для нее я создам команду onReadField.
Для считывания текста есть функция getWindowText. Первым параметром идет окно, из которого требуется прочитать текст. Вторым параметром идет буфер, из которого записываются считанные символы. Выделим для считывания буфер. Пусть его размер будет 10 символов. Поскольку мы будем использовать однобайтные символы, тип буфера будет char. Теперь записываем его в функцию. Последним, третьим аргументом идет максимальное количество символов для считывания. Сюда мы впишем размер буфера. Функция возвращает количество считанных символов, что может пригодиться при разработке. Мы рассмотрим это чуть позже. Выводить записанную строку я буду в static widget, поэтому создам переменную для его хранения. Теперь с помощью рассмотренной ранее функции setWindowText запишем его в static. Запустим приложение. Теперь при нажатии на кнопку 10 первых считанных символов записываются в static widget. Рассмотрим ситуацию, когда нужно записать std_string. Включим string в проект и попробуем записать количество считанных символов. Как я уже сказал ранее, getWindowText возвращает количество считанных символов, поэтому давайте запишем его в переменную. Пусть строка будет symbols_read плюс строка с количеством символов. Мы получим ошибку о разных типах, поскольку нужно сделать cast строки. Я перенесу переменную с количеством символов, чтобы мы могли его использовать в других участках кода. Теперь при нажатии на кнопку у нас появляется сообщение о том, сколько символов было считано. Учти, что количество символов будет не больше, чем размер буфера. Теперь рассмотрим, как считывать числа. Я создам еще один виджет отдельно для чисел. Для того, чтобы пользователь мог вписывать только числа, есть стиль ESNumber. Чтобы считать число, есть функция getDialog и toMint. Первым параметром идет окно, в котором находится виджет. Вторым параметром идет индекс окна. Создадим произвольный индекс, но не совпадающий с номерами команд, и впишем его. Третьим параметром идет ссылка на тип bool, в котором будет результат успешности функции. Нам он не нужен, поэтому я ставлю null. Четвертым параметром мы задаем знаковое или число. Пусть у нас будет беззнаковое, поэтому я поставлю false. Запустим приложение и нажмем на кнопку. Как мы видим, нам приходит 0, но это из-за того, что осталось назначить индекс нашему полю. Задается он так же, как и команда для кнопки. Теперь при нажатии на кнопку числа успешно считываются. Мы научились задавать и получать текст из виджетов. Теперь мы рассмотрим, как сохранить информацию, записав ее в файл. Для начала создадим меню для сохранения и загрузки. Теперь для событий onFileSave и onFileLoad создадим функции. Начнем с функции сохранения SaveData. Параметром мы сделаем путь к файлу. Далее нам нужно создать файл. Воспользуемся функцией createFileUp, так как путь состоит из однобайтных символов. Созданный файл запишем в переменную типа handle. Первым параметром является путь. Вторым тип доступа. Так как мы ведем только запись, то типом будет GenericWrite. Третий и четвертый параметры не используем, оставим null. Пятым параметром указываем, как открыть файл, в нашем случае createAlways, так как если файла нет, его нужно создать, а если есть, перезаписать. Шестым параметром укажем атрибуты normal, седьмой параметр не используем, поэтому null. В описании будет ссылка на документацию к этой функции. Теперь нам нужно выделить буфер для записи. Для начала узнаем, какой длины строку мы будем записывать. Сделаем это с помощью функции getWindowTextLength. В параметре укажем окно, из которого будем считывать текст. Выделим буфер символов. Теперь заполним буфер с помощью функции getWindowText, вместе с этим запишем количество считанных символов. Создадим переменную, в которой будет информация о том, сколько символов было записано в файл. Наконец запишем символы файла с помощью функции writeFile. Первым параметром идет сам файл, вторым буфер, третьим количество символов в буфере, четвертым задаем ссылку на число записанных символов в файл, последний параметр не используем, поэтому оставим null. После считывания очень важно закрыть файл с помощью функции closeHandle. Также освободим память, выделенную нами на буфер, так как он нам больше не понадобится. Функция сохранения готова. Поставим ее в команду onSaveFile, а в качестве пути я укажу путь к проекту. Имя файла output.txt. Я сделал двойной обратный слэш, поскольку это еще не скомпилированный код.
Если текст будет считываться с виджета или используется обычный слэш, тогда дублировать их не нужно. Также сделаем прототип функции, поскольку она задана после процедуры. Запустим приложение, напишем текст и нажмем «Сохранить». Как мы видим, создан файл с нашим текстом. В нем не хватает одного символа, поэтому увеличим размер буфера на единицу. Теперь все символы записываются в файл. Напишем вторую функцию для чтения файла. Также сделаем прототип второй функции и укажем такой же путь. Файл создадим с помощью такой же функции createFile, но поменяем пару параметров. Поскольку мы делаем только считывание, то тип будет GenericRead, а файл открываем только если он существует. Делаем считывание с помощью функции readFile. Первым параметром идет файл, вторым параметром идет буфер, укажем его из прошлой части, заодно увеличиваем размер, третьим длину буфера. Четвертым параметром зададим ссылку на количество считанных символов. Для нее мы создадим переменную. Последний параметр не используем, поэтому null. Зададим считанный текст в наш edit с помощью знакомой функции setWindowTextA. После считывания не забудем закрыть файл с помощью функции closeHandle. На этом функция загрузки готова. Теперь попробуем загрузить уже сохраненный файл. Попробуем перезаписать файл и загрузить его. Как мы видим, все исправно работает. Разумеется, вручную искать путь к файлу непрактично. Когда мы работаем в программах, для выбора каталога файла открывается диалоговое окно проводника, что очень упрощает поиск. Для нашего приложения мы будем вызывать точно такое же окно. Для вызова окна на сохранение есть функция getSaveFileName типа bool. Она вернет true, если путь был выбран и записан в буфер имени файла. Вся информация о параметрах для вызываемого окна содержится в структуре OpenFileName. Создадим переменную под эту структуру, а также выделим буфер для хранения пути файла. 260 символов вполне достаточно. Теперь в структуре нужно задать нужные нам параметры. Создадим для этого функцию setOpenFileParams. В качестве параметра нам понадобится главное окно приложения. Перед настройкой на всякий случай занулим все значения в структуре. Установим размер структуры, укажем главное окно приложения, укажем буфер для хранения имени файла. Если вы хотите использовать расширенный тип символов, то буфер должен быть типа VHRT. Укажем длину буфера, укажем тип файлов, с которыми мы хотим работать, в нашем случае .txt. Укажем начальное имя файла. Я его указывать не буду, поэтому оставлю null. Длина начального имени файла в моем случае будет 0. Начальную директорию я укажу null. Теперь укажем флаги. Нам нужно, чтобы существовал путь к файлу и соответственно сам файл. На этом настройка диалогового окна завершена. Также не забудем создать прототип этой функции. Сделаем настройку окна сразу в событии vmCreate. Перейдем к команде onSaveFile. Проверим, что путь к файлу выбран с помощью функции getSaveFileName, а только после этого будем сохранять файл. Вспомним, что в прошлой части мы решили работать с однобайтовыми символами, поэтому я верну тип буфера имени файла на char, а в типе структуры добавлю букву A, чтобы использовать однобайтовые символы. Также в типе файла сменим тип строки на char, убрав L. Теперь никаких ошибок нам не высвечивается. Также в качестве примера давайте установим свою начальную директорию. Аналогично сделаем и для загрузки файла, но функция будет getOpenFileName. Запустим приложение, напишем текст для сохранения и нажмем «Сохранить». Теперь у нас открылось диалоговое окно, в котором мы можем выбрать путь, имя и расширение нашего файла. Укажем имя и нажмем «Сохранить». Проверим, что все сохранилось. Очистим текст и попробуем загрузить только что сохраненный файл. Как мы видим, все прекрасно работает. Теперь мы сами можем выбирать, куда сохранять и откуда открывать файлы. Мы научимся подключать внешнее устройство через Serial COM Port. Для эксперимента в качестве устройства я возьму микроконтроллер от Mega 328 на плате формата Arduino Nano с конвертером CH340. Я написал небольшую прошивку, которая просто отправляет в порт число. Наша задача будет принять эти данные. Для функции работы с COM-портом я создам отдельный header файл. Сразу включим его в проект. Первая функция Serial Begin. В качестве параметров будут нужны нам скорость и номер порта.
нам понадобится создать две структуры. Первая задает параметры подключения, вторая задает длительность ожидания данных и различные задержки. Поскольку я буду одновременно работать только с одним устройством, я создам один общий хендл, в котором будет содержаться информация о подключении. Перед началом нового подключения на всякий случай завершим предыдущее. На деле работа с портом аналогична работе с файлами. Для подключения мы будем использовать функцию createFile. Если вы не смотрели часть про файлы, то рекомендую сначала посмотреть ее, а затем вернуться к этому видео. В качестве мини-файла мы должны задать COM-порт. Обратите внимание, что указывать порт нужно не просто COM и номер, а добавить спереди комбинацию слэша. Если этого не сделать, то мы не сможем подключить порт с номером выше девятки. Теперь параметры доступа. Если мы хотим только принимать данные, то выбираем Generic Read. Если отправлять, то Generic Write. Я выберу как прием, так и отправку данных. Режим открытия Open Existing. Теперь, если устройство не найдено, то в handle будет значение Invalid Handle Value. В таком случае завершим функцию со значением -4. Оно будет означать отсутствие устройства. Далее, поскольку устройство найдено, то можно настраивать параметры. Получим начальные настройки. Если мы их не получили, то вернем значение -3. Если получили, то настроим нужную нам скорость. Размер байта я возьму стандартный 8 бит и 1 стоповый бит. Если не удалось задать новые параметры, вернем -2. Настроим длительность ожидания данных. Я поставлю минимальные, чтобы при отсутствии данных функция сильно не тормозила нашу программу. Если не удалось задать длительность ожидания, вернем -1. Если же все успешно, вернем 0. Для того, чтобы нам было более понятно, что происходит в программе, я создам функцию, в которую будем выводить статус. Мы будем просто устанавливать текст в static widget. Создадим переменную для хранения номера выбранного порта. Установим его по умолчанию 1. Переменную для хранения информации о том, подключен ли сейчас порт, по умолчанию false. Переменную для хранения выбранной скорости, по умолчанию 9600. Создадим функцию connectRequest, которая возьмет на себя подключение и отключение портов. Если мы уже подключены, то функция отключит порт и поставит статус disconnected. Если порт не был подключен, тогда попробуем подключиться и проверим полученное значение через switch. Для каждого значения выводим соответствующий статус. Если код 0, то isConnected задаем true и выходим из функции. Для любой ошибки закрываем порт. Создадим функцию serialRead. Сразу проверим, если нет подключения, то выходим из функции. Начнем ожидание приема данных с помощью функции setCommMask. Сообщим порту, что нам нужно дождаться приема данных. Если не удалось, значит устройство не отвечает, и мы отключаем его. В остальном случае считываем данные с порта аналогично считыванию файла. Различие лишь в том, сколько символов нам нужно получить. Если нужно сразу вводить любой полученный символ, то поставим единицу. Я знаю заранее, что число будет размером в 10 символов, поэтому будем ждать их всех. После того, как мы прочли все нужные символы, я сразу выведу их в Edit Widget. Для подключения я создам меню, при нажатии на которое мы отправим запрос на подключение. Моя плата находится на порту 10, поэтому я выставлю его по умолчанию. Теперь, если мы подключились, будем принимать данные. Я буду проводить чтение прямо перед обработкой событий. Запустим приложение. Попробуем подключиться к пустому порту. Нам приходит сообщение, что устройство не подключено. Теперь подключим устройство и снова нажмем Connect. Как можем видеть, с устройства приходят данные. У меня теряется первая цифра, поскольку я указал размер буфера меньше, чем нужно. Исправим это и проверим входящие данные. Теперь все число принимается полностью. Сделаем также функцию serialWrite. В качестве параметров будет буфер и количество символов, которые нужно отправить. Отправка делается аналогично записи файла. Поскольку на разных устройствах COM-порт может быть также различным, мы сделаем меню, в котором будет отображаться все доступные порты, к которым можно подключиться. Сначала создадим две переменные для меню. Первая для меню портов, а вторая для списка доступных портов. Создадим меню. Меню портов будет подменю, позволяющее обновить доступные порты. Создадим для этого команду onSerialRefresh. Во втором подменю будет непосредственно список доступных портов. Добавим меню в корень и проверим, что получилось.
Создадим функцию обновления портов. При каждом обновлении сначала очистим список доступных портов, чтобы записать новые. Создадим переменные для хранения количества доступных портов и текущего порта. В цикле пройдемся по всем номерам доступных портов, начиная с единицы. Значение COM_PORT_AMOUNT я поставлю 50, поскольку не может быть номера порта выше 49. Теперь, подключившись к порту, проверим, доступен ли он. Если подключились, то добавим меню подключения к этому порту. В качестве команды будет какая-нибудь константа плюс номер текущего порта. Обрати внимание, что комбинации, начиная с константы до константы плюс COM_PORT_AMOUNT, не должны совпасть с другими командами. Например, для этого я возьму значение 120. Константу назову COM_SELECT_INDEX. Если доступный порт уже выбран, то текущий порт будет номером меню. Позже мы поставим отметку, что порт уже выбран. После каждой попытки подключения закрываем порт. Теперь, если текущий порт не равен минус единице, то создадим галочку на этом меню. Текущий порт является позицией, на котором находится меню. Обработаем команды этих меню. В событии VM-команд перед вторым switch проверим, не попадает ли команда в выбранный диапазон. Если да, то выбираем порт. Для этого просто вычтем из команды меню константу. Также обновим список меню и выведем в статусе установленное меню. Обновим порты и при создании окна. Запустим приложение и посмотрим, что получилось. Пока устройство у меня не подключено, у нас отображается только служебный первый порт. Значит, все отлично работает. Обработаем также команду на обновление списка портов, вызвав созданную функцию. Запустим приложение. Когда я подключаю плату и нажимаю «Обновить», она появляется в списке. Если выбрать плату, она отмечается галочкой. Если отключить плату и обновить список, то в списке ее теперь не будет. В части мы научились подключать внешнее устройство через USB Serial COM порт. Однако можно заметить, что при подключенном устройстве приложение начинает заметно тормозить. Приложение тормозит из-за того, что в общем цикле мы также ожидаем данные с порта, а ведь в этом же цикле находится и обновление окна. Эти операции выполняются последовательно, то есть находятся в одном потоке. Для решения этой проблемы мы разделим ожидание данных и основной цикл программы так, чтобы они выполнялись параллельно и не зависели друг от друга. Выполнение нескольких потоков параллельно называется многопоточностью. Поток ожидания данных мы создадим при создании окна, а когда пользователь закроет приложение, тогда мы и завершим наш поток. Хранить информацию о потоке мы будем в переменной типа handle, назовем ее readThread. Поток создается с помощью функции createThread. Первым параметром идут атрибуты потока. Мы их использовать не будем, поэтому я оставлю null. Вторым параметром задается размер стека. Чтобы выбрать по умолчанию, должен быть 0. Третьим параметром мы задаем функцию, которая играет роль потока. Тип такой функции DWORD_WinAPI, а в ней один параметр типа LP_Void. Наш поток будет аналогичен функции SerialRead с добавлением цикла while. Перенесем из старой функции переменную byteIterated. Затем сделаем переменную isConnectedVolatile, поскольку она будет использоваться в нескольких потоках. Создадим еще одну переменную volatile_bool, которая позволит вручную завершить работу потока. Теперь создадим while с этой переменной и перенесем в нее все остальные функции. Если поток завершил работу, пусть он вернет 0. Теперь внесем созданный поток в функцию создания потока. Параметры флага я использовать не буду, поэтому оставлю null, а ID пусть будет 0. Когда пользователь закроет окно, очень важно завершить поток, иначе он останется работать в фоне. Я создам отдельную функцию ExitSoftware, которая будет отвечать за завершение работы портов и потоков. Также перенесем в нее команду на закрытие окна. Переменные работы порта и потока поставим false. Закроем их соединение с помощью функции close_handle. Закроем поток. У нас он один с ID 0. Уберем SerialRead из главной процедуры. Также на всякий случай после закрытия окон прервем поток, если по каким-либо причинам не была вызвана функция ExitSoftware. Функцию terminateRead лучше использовать только в крайнем случае, поскольку если поток не успел освободить память, то она останется занятой. Запустим приложение и подключим плату. Приложение перестало тормозить, а новые данные сразу же записываются в виджет. Теперь ты также сможешь реализовать многопоточность для своего проекта. Главное не забудь завершить потоки, если вся программа должна завершиться. Части мы будем рисовать в нашем окне. Мы зададим свой цвет и закрасим им прямоугольник с помощью C++ WinAPI. Для начала создадим поля для ввода цвета в формате RGB. Нам понадобится 3 эдита, поэтому я сделаю 2 копии нижнего эдита. Индекс номера заменим на индексы значений цвета RGB и подставим. Также подвинем окна, чтобы они не налазили друг на друга. Теперь разберемся с командами. Я заменю readField на readColor, и при вызове команды readColor будем считывать значения с полей. Сразу преобразуем все значения в цвет с помощью макроса RGB. И также отредактирую кнопку «Поменять цвет» на setColor, а команда будет readColor. Проверим, что поля не накладываются.
Я буду рисовать прямоугольник вместо Edit поля, поэтому у себя я закомментирую его создание. Теперь рассмотрим, как происходит рисование. За отрисовку отвечает событие vmPaint. Теперь нам понадобится переменная типа paintStruct, в ней мы укажем, где хотим рисовать. Начнем рисование с помощью функции BeginPaint. Передадим в нее окно, в котором хотим рисовать, и указатель на paintStruct. Аналогично в самом конце нужно будет завершить рисование. Чтобы нарисовать прямоугольник, вызовем функцию FillRect. Первым аргументом является HDC, возьмем его из paintStruct. Вторым аргументом является указатель на прямоугольник, который мы хотим закрасить. Создадим переменную под прямоугольник. Его размеры можно менять куда угодно, так можно, например, делать движение. Но я задам его размеры один раз при создании виджетов. Рассмотрим, как нужно задавать размеры. Обрати внимание, что мы задаем все в координатах относительно левого верхнего угла окна. Подробно об этом я рассказывал в третьей части. Мы идем против часовой стрелки. Сначала мы указываем x для правого и нижнего угла, затем y и x левого верхнего, затем y правого нижнего. Теперь запишем это в коде. Я покажу, как перенести размер окна в координаты. Сначала записываем правый x, это координаты окна по x плюс размер по x. Затем верхний y, это координаты по y. Затем левый x, это координаты по x. Затем нижний y, это координата по y плюс размер по y. Теперь запишем указатель на этот прямоугольник функцию. Третьим аргументом идет кисть, в ней же хранится информация о цвете. Создадим переменную для кисти типа hBrush. Создать кисть из макроса RGB можно с помощью функции createSolidBrush. Мы зададим кисть еще при нажатии на кнопку, подставив функцию наш RGB макрос. Функция вернет нам кисть, ее мы и запишем в переменную. Подставим кисть в функцию прямоугольник. Теперь осталось лишь вызвать событие vmPaint. Для этого создадим запрос на обновление окна с помощью функции reDrawWindow. Обязательным флагом является rdv_invalidate. Если нужно перерисовать окно сразу же, то нужно добавить флаг rdv_updateNow. Также проверьте, что индексы эдитов не совпадают, иначе будет отображаться не тот цвет. Запустим приложение и нарисуем прямоугольники различного цвета. Как мы видим, все работает. Если вы раньше не работали с кодами цветов, то подобрать нужный цвет можно с помощью любого онлайн-конвертера цвета. Теперь давай нарисуем поверх прямоугольника текст. Как мы видим, шрифт по умолчанию достаточно мелкий и поэтому пиксельный. Создадим свой шрифт с нужными параметрами. Для своего шрифта у нас будет переменная типа hFont. Создадим шрифт сразу при запуске приложения с помощью функции createFontA. Первым и вторым аргументами задается высота и ширина каждого символа. Затем задается угол наклона текста, я ставлю 0 без наклона. Четвертый аргумент мы также ставим 0. Пятым аргументом задается жирность текста. Можно задать вручную от 0 до 1000 или воспользоваться дефайнами. Я выберу FV Medium для средней жирности. Затем задается курсив, подчеркивание и зачеркивание текста. Набор символов оставим дефолт. Затем задается качество символов. Я оставлю обычное, но со сглаживанием. Font Family задает стиль текста. Я выберу FF Decorative. Последний аргумент – это название шрифта. Оно нам не понадобится, я поставлю MyFont. В описании я оставлю ссылку на документацию к данной функции. Теперь нарисуем наш текст в событии vmPaint. Зададим цвет с помощью функции setTextColor. Я пока ставлю белый. С помощью функции selectObject выберем, каким шрифтом будем рисовать. И нарисуем текст с помощью функции drawTextA. Первым аргументом идет HDC, вторым аргументом задается текст, третьим аргументом задается длина текста. Можно поставить -1 для автоопределения. Четвертым аргументом задается прямоугольник, в котором нужно разместить текст. Затем задается формат текста. Для расположения по центру обязательно нужен DT Single Line. DT Center расположит текст по горизонтальному центру, DT V Center расположит текст по вертикальному центру, DT No Clip позволит тексту выходить за пределы прямоугольника, если он в него не поместился. Сделаем текст красного цвета и запустим приложение. Теперь по центру появился красный текст в стиле Decorative. Но если задать цвет прямоугольника, то за текстом останется белый квадрат. Так получилось, поскольку фон текста непрозрачный. Сделаем его прозрачным с помощью функции setBackAmount. Теперь никакого белого квадрата за текстом нет. Теперь добавим меняющийся цвет. Выделим переменную типа colorRef для хранения цвета текста. Пусть цвет текста будет противоположный цвету прямоугольника. Запишем в переменные значения каждого цвета. Теперь каждая составляющая текста будет 255 минус составляющая текста прямоугольника. Поскольку считывание текста происходит внутри switch, я вынесу создание переменных. Зададим текст функции setTextColor и запустим приложение. Как мы видим, теперь цвет текста противоположен цвету прямоугольника.
Теперь я покажу, как применить шрифт к виджетам. Сделать это достаточно просто. С помощью функции SendMessage отправляем нужному виджету сообщение о новом шрифте. Шрифт приводим к типу WebAram. Как мы видим, шрифт применился, но он очень большой для виджета. Сделаем его поменьше, и он станет нормально отображаться. В части мы научились рисовать прямоугольники сплошным цветом. Теперь рассмотрим, как заполнить его градиентом. Конечно, можно воспользоваться Gradient Brush, встроенный в WinAPI, но что если нам нужно построить градиент по своему алгоритму? Для работы с цветами я создам новый header файл. Сразу включим его в main. Создадим структуру типа color для работы с цветом, создадим основные компоненты цвета RGB типа int. Также создадим конструкторы для создания цвета. Первый создает нулевой цвет, второй создает цвет из переменной типа colorRef, третий создает цвет из отдельных компонентов. Для перехода цвета нам понадобится метод линейной интерполяции или сокращенно ler. Первым аргументом будет цвет перехода. Второй и третий аргумент типа int заменяют один параметр типа float для удобства использования функции. Цвет вычисляется следующим образом. К текущему цвету прибавляется разность цвета, к которому нужно перейти, и текущего цвета, умноженное на t, деленное на p. Для вычитания цветов также допишем операторы сложения, вычитания, умножения и деления. Также допишем метод toRGB, чтобы получить цвет в формате colorRef. Функцию нашего градиента назовем аналогично функции fillRect, GradientRect. Аргументы HDC и Rect назовем так же, как и fillRect. Пока что создадим двухцветный градиент с левым и с правым расположением. Сразу посчитаем ширину прямоугольника. В цикле пройдемся по x вдоль прямоугольника слева направо. Поскольку градиент у нас пока двухцветный, то для каждого x вычислим один цвет. Чтобы каждый раз не создавать структуру цвета, я заменю тип аргументов цвета на color. Теперь цвет для каждого x будет lerp левого цвета к правому. Удобство двух параметров типа int заключается в том, что в качестве параметра t мы задаем текущую координату, а в качестве параметра p задаем конечное положение этой координаты. Таким образом, деление t на p даст нужный диапазон от 0 до единицы. Во втором цикле уже пройдемся по y сверху вниз. Пока цвет по y меняться не будет, закрашиваем пиксель нужным цветом с помощью функции setPixel. Теперь заменим функцию fillRect на нашу функцию GradientRect. Если запустить приложение, то нашего градиента пока не будет. Поменяем местами left и right функции градиента и запустим приложение. Теперь, как мы видим, градиент отображается. Я написал второй вариант функции уже для 4 цветов. Рассмотрим алгоритм генерации. Кроме ширины я добавил также вычисление высоты прямоугольника, а также переменную middle, которая является средним между высотой и шириной. Также добавил вычисление цвета и для каждого y. Таким образом, в итоге цвет пикселя вычисляется так. Интерполируем цвет по x в цвет по y. Координаты t являются средней между текущими x и y, а конечным положением p является middle. Также, если ты успел заметить, в типе colorRef цвет записывается в формате BRG, а не RGB. Поэтому поменяем местами цвета красный и синий в конструкторе с fromRef и методе toRGB. Теперь цвет выводится правильно. Теперь ты также сможешь создавать градиенты и изображения по своему алгоритму. Надеюсь, это видео было тебе полезным. Если остались вопросы, задавай их в комментариях. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал.